состоится экстренное заседание МАГАТЭ. Начнем так вот сходу. Ну, судя по всему, и Совбез тоже соберется. И Совбез соберется, да-да-да. Тут Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил: в связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Ну, знаете, просыпаешься так с утра и замечаешь, что вот это историческое время стало еще более историческим. Что появляются какие-то новые события, которые явно кто-то так вот впишет в какой-нибудь учебник истории. Ну и так далее. Ну и вот Рафаэль Гросси что-то заметил. И решил об этом, правда, поговорить не завтра, не сегодня, хотя, казалось бы, можно было бы собраться в воскресенье, а завтра. Но так как они не собрались сегодня, собрались мы, и вот будем обсуждать. Будем надеяться, что за время эфира наше историческое время не станет еще более историческим, хотя гарантии никто не дает. Ну, пока, если вкратце, две страны, обладающие ядерным оружием, бомбят третью, у которой ядерного оружия в помине нет. С криками: у вас не должно быть ядерного оружия. Мне кажется, они скорее прозрачно намекают на что-то другое. Ну да ладно. Дональд Трамп в 2 часа 50 минут по Москве 22 июня, чтобы создать необходимые коннотации, сообщил об успешных атаках по 3 ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. А также он заявил вот что. Давайте мы цитату этого политического деятеля. Ключевые объекты ядерного обогащения в Иране были полностью и окончательно уничтожены. Причем не вставая со своего кресла. Он все это узрел. Нет, ну там появились, я когда увидел новость, что опубликованы кадры того, как, значит, Трамп и его приближенные наблюдали за этим ударом, я думаю, там должен обязательно кто-нибудь сидеть вот так. И что характерно, показывают кадры, и там один из этих. Прекрасно. Просто вот заинтересованность, мне кажется, у них вот это вот постановщик, он вот со времен Хиллари Клинтон и вот прочих вот этих чудесных людей не изменился. Ну, из оптимистичного нет сообщения о человеческих жертвах, нет сообщения о радиационном или химическом заражении. Так что сообщения в исполнении мистера Трампа истинно являются достаточно приблизительным. Каждый из этих объектов весьма интересен. Даже не знаю, с какого начинать. Наверное, с Исфахана. Там целый комплекс предприятий. Это такое производственное объединение на самом деле. Там происходит превращение поступающего с урановых рудников желтого кека в гексафторид урана. Новые молекулы, где на один атом урана приходится 6 атомов фтора. Что такое фтор, надеюсь, все помнят. Так что это место, поскольку там же хранятся и запасы всех этих химических продуктов, весьма опасное. Не с радиационной точки зрения, по крайней мере, вот этот завод. Там необогащенная руда, содержание делящегося изотопа такое же, как в подземельях, откуда его извлекают. То есть ничего такого страшного, кроме фтора. Второй завод, который здесь находится, это производство циркония для тепловыделяющих элементов. Есть третье. После обогащения гексафторид урана превращается опять в диоксид. То есть это еще одна химическая операция. Еще раз задействован фтор, который, повторяюсь, хранится здесь же на складах. И здесь же происходит производство ядерного топлива. Спекаются урановые таблетки, цирконий, трубочки, твелов набиваются этим топливом, трубочки собираются в тепловыделяющие сборки. Вот это уже опаснее, потому что обогащение, судя по сообщениям МАГАТЭ, доходит уже до 60% по содержанию делящегося изотопа уран-235. Это уже значительно более высокий уровень радиации. Но, как сообщает атомное агентство Исламской Республики, как повторяет вслед за ним Гросси, ядерного заражения не выявлено. Что касается 2 других объектов, то Натанз – это завод по обогащению. Центрально, именно здесь исторически впервые стали устанавливать газовые центрифуги, выкладывая их в каскады. По данным МАГАТЭ, их здесь до 7500 штук. Предельное обогащение на день сегодняшний 20%, и здесь винить никого не приходится. В 2015 году, когда подписывали соглашение о всеобъемлющем плане действий,
Иран обязался сократить обогащение до 3,75%, но в том же СВПД есть положения, которые расписывают, что будет делать Иран в том случае, если обязательства не выполнят подписавшие стороны с другой стороны. С другой стороны находятся США, Англия, Франция, Германия, Россия и Китай. Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты должны были снимать все рестрикции в отношении Ирана, что сделано не было. И в соответствии с этим год за годом уровень обогащения повышался себе и повышался. До 5%, до 10%, сейчас до 20%. Объект на Танзе заглублен. Если мне память не изменяет, с вашего позволения проверю, чтобы не ошибиться. Друзья, YouTube блокирует, возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. На 60? Нет, это не так все серьезно. Пока Борис ищет, я напомню, у нас вот, например, в Севастополе была база ремонта подводных лодок в скале. Там скального грунта было где-то порядка 100-120 метров. Как раз на всякий случай. Если вдруг кто, обладающий на тот момент где-то, вот знаете, в середине 40-х годов, обладавший атомным оружием, вдруг нападет, чтобы после удара подводные лодки могли скрытно выйти с базы и... Если вдруг что. Я тут замечу, ладно, после этого рассказа, я так понимаю, что сейчас вот Борис найдет эти данные, а они принципиальные, или мы можем их... Нет, ну надо представлять, что может быть на самом деле. Глубина объекта на Танзе 25 метров под землей, частично С-300, иранский Бавар-373, это аналог портативные, переносные зенитные ракетные комплексы, 2 собственных станции РЛС, собственная электростанция. То есть, все достаточно непросто. До 60% это по тому графику, который в СВПД имеется, начали обогащать, начиная с прошлого года, на объекте в Фордо. Это, пожалуй, самый защищенный из объектов во всей ядерной программе. До 90 метров скального грунта. Это если говорить о том, что вот именно по нему пришлись удары 12 глубинных бомб. Бомба рассчитана на 67 метров грунта, а не на 90 метров скалы, которые усилены 2-метровыми сводчатыми перекрытиями. Сводчатые, чтобы направление ударной волны в сторону уходило. Сами залы с центрифугами разделены двойными бетонными стенами толщиной до 2,5 метров с остальными листами в середине на 6 залов. То есть представить себе, что все это одним ударом было ликвидировано, очень сложно. Обогащение до 60% это еще будет риск радиоактивного заражения, но, опять же, как доложил господин Гросси, не зафиксировано. Обогащенный уран возвращается на объект в Исфахан. Соответственно, склады есть повсюду, вот на всех 3 перечисленных объектах, и готовой продукции, и сырья. Мне кажется, что если бы действительно слова Трампа соответствовали произошедшему, то мы бы об этом узнали не только из космических снимков, но и от датчиков наблюдения за радиацией. Они там повсюду. Объекты инспектировались в МАГАТЭ до последнего времени, в 2023 году. Доступ инспекторов стал сокращенным, внеплановые проверки прекратились. Так все объекты проверяются 4 раза в год, то есть раз в квартал. Сейчас плановые проверки проводить можно, но с предупреждением за 24 часа. Но камера наблюдения на месте, вся аппаратура слежения за уровнем обогащения на месте, соответственно, и за выбросами радиации датчики все тоже на месте. Они ничего тревожного не сообщают. Вот сразу. Если камера на месте, объекты уничтожены. То есть теоретически, если камера на месте, и она что-то показывает, а либо камера на месте, либо объекты уничтожены, либо датчики работают, либо объекты уничтожены. Тут, мне кажется, Гросси мог бы позвонить Трампу и сказать: погодите, что вы несете? Послушаем Гросси завтра, что он скажет. Потому что, опять же, с 1 января этого года камеры слежения работают на передачу с задержкой, то есть не в режиме онлайн, а на сутки опаздывают.
так получилось. Ну, у нас Так еще есть пришлось. несколько часов, понятно. В Форду, помимо всего прочего, есть запасные эвакуационные выходы. Сколько их толком никто не знает. Замаскированы под выходы скальной породы. Количество грузовых автомобилей мы сегодня видели. Не исключено, что все это куда-то перевозят. Куда перевозить есть, потому что со стороны Израиля, США высказывались опасения, что есть объекты, не задекларированные перед МАГАТЭ. Правда это или нет, когда-нибудь, может быть, узнаем. Пока с этим сложно. В числе прочего, есть замечательные объекты, бывшие шахтерские городки, где уголь добывали с глубин до 500 метров. Шахты закрыты, конечно, но их охраняют, потому что мало ли кто-нибудь провалится. Понятно. Какая-то активность там была замечена в 22-23 годах. Наверное, ворота вешали, судя по всему. Если это эвакуируется, допустим, я сейчас фантазирую, вот на эти глубины 300-500 метров, тут уже можно... Кстати, если там фонит, то это, не волнуйтесь, это уголь. Он иногда так делает. Так бывает. Да. Гранит, уголь, вот что-то такое там. Что-то из этого. Понятно. Так что мне кажется, что если бы действительно был причинен существенный урон всему перечисленному, а это 4 объекта как минимум, 5, 3 в Исфахане, по одному в Фордо и в Натанзе, было бы все достаточно драматично. Заражение местности, выбросы радиоактивного газа и так далее, и так далее. Но пока ни от одного наблюдателя постороннего, иранского, мы ничего подобного не слышим. Тут, правда, возникает вопрос, который вот последние дни неоднократно поднимался. Там есть АЭС «Бушер», и там участвует как бы такая малоизвестная компания «Росатом». Давайте послушаем, что по этому поводу сказал глава «Росатома». Есть тут видеоцитата. Можем видеоцитату главы «Росатома» поставить? Про АЭС «Бушер». Хорошо, сейчас поставят. В общем, нас тут как раз спрашивают, когда будет РУПУР введен в эксплуатацию. Наверное, ответим уже. Мне кажется, это не видеоцитата. РУПУР в Бангладеш, первый блок должен выйти на минимально контролируемый уровень в этом году. Второй через год. Не очень понимаю связь вопросов. АЭС, видимо, такие. РУПУР, еще вспомнили. И помимо действующего энергоблока в Бушер строятся еще 2, Бушер-2 и Бушер-3. В одном из своих ответов на вопрос корреспондентов генеральный директор Росатома об этом говорил. Пусть там всего лишь один блок, но его хватит для того, чтобы была ядерная авария и понятие радиоактивное облако из теоретического перешло в практическое, чего допустить, естественно, нельзя. И не только в интересах наших людей, в интересах иранцев, в интересах соседних стран. Уверен, что усилия президента увенчаются в этом смысле успехом. А вот в таком ударе по такому объекту есть хоть какой-то военный смысл? Никакого абсолютно. Никакого. Не допустить удар. Вот он как раз и обращает внимание, что есть один действующий блок. Если по нему удар придется, мало никому не покажется. Так, если кратко передать эту мысль. Мощность такая же, как у реактора РБМК-1000, работавшего в составе Чернобыльской атомной электростанции. ВВР-1000 – это тот вариант реактора, который устойчив к любой сейсмической активности, отработан. Именно поэтому в Иране строится не ВВР-1200, а 1000. Там практически вся территория сейсмически опасная зона. И если следили за происходящим, по-моему, за последнюю неделю было 2 или 3 сообщения о небольших землетрясениях. Поэтому вот такой реактор. Да, его купол рассчитан на падение самолета, но не на падение вот таких бомб, которые были использованы миролюбивыми Соединенными Штатами Америки. Вот это они точно не выдержат, а все остальное, мы уже проходили. Тут, кстати, это еще раз, мне кажется, надо проговорить. Топливо для атомной электростанции «Бушер» производит не Иран. Не Иран, по контракту поставляет сам Росатом. Мы же забираем облученное ядерное топливо на переработку с последующим возвращением высокоактивных отходов. Но есть у исторических событий плюсы. Если краткий ликбез по этим атомным объектам, которые уничтожил в какой-то то ли запрещенный, то ли разрешенный... Нет, это он в своей соцсети.
В общем, это Трамп в своей соцсети разместил. Вот он там их уничтожил. Нам пишут, что в Израиле сомневаются в достижении результатов. Ну, судя по всему... Ну, есть технические характеристики, которые вот такие, какие есть. Вот. Тем более, что они верифицированы все тем же МАГАТЭ. Это не чья-то придумка. Правда, есть подозрение, что в Фордо есть незаявленные тоннели, где проверяется работа самых новых центрифуг 8-9 поколения. Но вот туда как раз инспекторам вход запрещен. То ли есть, то ли нет. В общем, дорогие друзья, завтра будут еще заседания МАГАТЭ. Если ничего интересного не случится до завтра, то самое интересное будет заседание МАГАТЭ, Совбеза ООН. Скорее всего, вы... Интересно, а в этом случае Гросси смог рассмотреть, кто бомбил ядерные объекты, или опять не получится? Ну, то, что Гросси так смело созывает собрание, уже говорит о нем хорошо. Как бы ирония иронией, но человек-чиновник. Человек-чиновник, человек-дипломат, человек вообще из Аргентины. И тут его бросили в эту мясорубку. Ну, тут дело в другом. На самом деле, заявление руководителя иранского атомного энергетического агентства уже состоялось о том, что действия МАГАТЭ крайне злонамерены. Все это время МАГАТЭ уверяла, что будут вестись переговоры, никаких причин беспокоиться о ядерных объектах нету. Возмущений со стороны МАГАТЭ о том, что идет бомбардировка ядерных объектов, тоже нет. А это может закончиться разрывом отношений Ирана с МАГАТЭ. И в этом случае наблюдать за продолжением ядерной программы будет уже просто невозможно. Нам как раз пишут, что нам, если что, можно писать вот с помощью QR-кода, который вы видите в углу экрана, можно писать вопросы, предложения, замечания. Как раз вспоминают, что на ПМЭФ позавчера Владимиру Путину по поводу АЭС в Бушере вопрос задавали. Ну, собственно говоря, понимаете, это вопрос, который априори задается вот в Российской Федерации, когда слышится что-то про атомную программу в Иране. Ну, всеми, кто знает главный объект, связанный с Россией в Иране, АЭС Бушер. Ну, и надо помнить, где находится Бушер. В том случае, если радиоактивный выброс будет там, то вопрос о перекрытии или не перекрытии Ормузского пролива снимается автоматически. Юг Ирана. Тут сегодня Иран заявляет об ударе по атомной электростанции. Я не видел таких заявлений. Скорее всего, это они заявляли про риски с этим связанные, а не про сам удар. Никто не заявлял про этот удар, в том числе Соединенные Штаты. Ну, знаете, это очень смело было бы. Только одна страна в мире имеет право наносить удары по атомной электростанции, и ей за это ничего нет. Ей за это... И ее за это не ругают. Соединенные Штаты – это не такая мощная страна. Ее столица не Киев. Ну, в том случае, если будет получен приказ из Тель-Авива, конечно, разбомбят. Опыт показывает. Израиль приказал заняться обогатительными комбинатами. Трамп взял под козырек, сделал. Молодец. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.